Что ты можешь сказать об Австралии сравнительно с Кипром? Ты, когда приехала в Австралию первый раз, у тебя сразу была такая идея, что Любовь с хочу первого переезжать, взгляда, да? да. Перевести собаку намного сложнее, как оказалось, чем самой приехать. Но Вот. есть какие-то ходы. Дальше нужно сделать вот самый важный тест, собственно говоря, который решит судьбу собаки, поедет она в Австралию или нет. Перелет был от 5000 евро, ну там условных единиц, и до бесконечности. Перелет собаки. Всем большой привет! И сегодня у меня на канале гостья. Ее зовут Марина. И мы хотим поговорить про то, как перевести в Австралию домашнего питомца. Марин, привет! Привет! Прежде чем мы с тобой перейдем вот к этой такой большой теме, да, я знаю, что ты недавно приехала с Кипра в Австралию, и хочу у тебя спросить, какие у тебя вообще впечатления от Австралии, что можешь сказать? Ну, могу сказать, что это страна мечты. Вот, что самая лучшая страна, в которой я была. Я много путешествовала. Где-то у меня есть в специальной программе там 12% всех стран. 12% мира? Да, я Ничего объездила. себе! Что ты можешь сказать об Австралии сравнительно с Кипром? Ты ведь на Кипре прожила достаточно 8 лет. много лет, да? Да. 8 лет. Вот есть какие-то минусы, плюсы, ну так вот быстренько сходу, если что-то в голову приходит? Ну, конечно, я могу сказать, что последние 8 лет я все время сравнивала, потому что 8 лет назад я как раз приехала в Австралию первый раз по туристической визе. Было ограничение, 3 месяца можно было находиться в стране. Вот я приехала на курс английского языка, жила в Западной Австралии, в Перте. Там я еще не была, кстати. Вот. И, ну что сказать, я влюбилась в эту страну. Вот. То есть у меня изначально был выбор, либо я могла поехать в Англию учить английский язык, вот, либо в Австралию. Я, поскольку хотела уехать куда-то жить в другую страну, то есть я рассматривала Австралию в том числе. Почему выбрала Австралию, а не Англию? Климат, естественно, климат, потому что я всегда мерзну, кашляю. Сопли. Вот. Ты из России, в России из какого города? Из Москвы. Да. Ну, я притворяюсь, что я как бы не знаю, да, но надо же рассказать, да, людям. Да. Скажи, вот ты когда приехала в Австралию первый раз, у тебя сразу была такая идея, что любовь хочу с первого переезжать, взгляда, да, любовь с первого взгляда, потому что здесь я люблю очень природу, я люблю зелень, я люблю животных, и здесь это просто, не знаю, фантастика. А если сравнивать Кипр с Австралией, то, конечно, Австралия это 10 из 10, ну, по моему мнению, да, а Кипр это где-то, 5, наверное, из 10. Ну, ничего себе, как Кипр сильно проигрывает Австралии. Ну, конечно, потому что Кипр это около 1 миллиона человек всего населения. На весь остров, да. Раз. Второе, это греческий язык. Вот, основной язык. Но в последнее время там одни русские, русскоговорящие, точнее, люди, поэтому это русский язык. Ты учила греческий? Вот. Я учила, честно, греческий 2 года. Там есть специальная программа, 5 лет бесплатно, ну там за чисто символические там 50 евро в год. Ты ходишь на государственные курсы греческого языка, каждый год сдаешь экзамены и переходишь на следующий уровень. Вот я 2 года учила. А потом? А потом я поняла, что в моем окружении не было ни одного киприота, то есть не было с кем в повседневной жизни разговаривать, это все было бесполезно абсолютно. Потому что я работала в компании с русскоговорящими людьми, а с партнерами я разговаривала по-английски. То есть английский там как бы был важен, тебе пригодился, бизнес, да? Да, язык это английский, а вот бытовой язык это русский. То есть греческий ты не использовала? Вообще, да. То есть это было бесполезно, поэтому я эту идею закрыла. Вот. И да, я все время как бы думала про Австралию, вот, учила язык, сдавала IELTS и мечтала сюда приехать. И постепенно шла к своей мечте, да? Шаг 8 за лет, шагом да. готовилась. Да. И вот ты мне просто до интервью, Марина мне рассказала, что Кипр это была одна из причин вот именно для того, чтобы приехать в Австралию, как такой промежуточный шаг. Расскажи, пожалуйста, об этом Да, побольше. то есть изначально вот из Москвы я собиралась, то есть я когда пробыла в Перте 3 месяца, я уехала обратно в Москву, вот, и начала думать, как же мне, да, переехать, да. Для этого мне нужно было сделать профессиональную миграцию. Для профессиональной миграции мне нужно было сдать английский язык, IELTS, и плюс у меня 2 собаки. То есть мне нужно было с собаками вместе переехать. Я открыла
требования для перевозки собак. Вот, и обнаружила это сайт сельского хозяйства Австралии, agriculture.com.au. Мы все ссылки оставим еще в описании под видео, если будут какие-то полезные, и еще по ходу будем скриншотики добавлять, которые ты мне дашь. Потому что это целое дело. Перевести собаку намного сложнее, как оказалось, чем самой приехать. А вот из России на Кипр перевести собак сложно? Вообще нет, вообще не сложно. То есть идешь к государственному ветеринару, там заполняешь форму номер 1, ставишь печать, платишь там 350 рублей, и все, и вылетаешь. И вылетаешь без проблем. Да. А собаки, они летели с тобой или они как-то отдельно там в багажном отделении? На тот момент можно было, по-моему, одну собаку только взять по правилам перевозки. Вот, поэтому одна собака летела со мной на борту, а одна летела в багаже. И насколько, вот переходя плавно к теме нашего разговора, да, насколько сложнее вот этот процесс, то есть перевозки был с Кипра в Австралию? Одну собаку, да, ты перевозила? Да, у меня вот чихуахуа были собачки, вот, и одна, да, была очень старенькая уже, и вот она в прошлом году, да, умерла, 16 лет ему было, вот. Значит, не сравнить сложность. То есть, если из России привезти на Кипр это 2 действия, да, сделать справку у государственного ветеринара и купить билет собаке вот, у авиакомпании, то чтобы перевести собаку в Австралию, нужно сначала зайти на сайт сельского хозяйства Австралии, проверить список стран, из которых вы хотите перевозить собаку. Есть страны, из которых вообще нельзя перевозить. Россия? Конечно, Россия, страны СНГ, страны да? СНГ. То есть вообще нельзя перевезти оттуда собаку? Да, нельзя перевозить оттуда собаку. Там группы разные есть. Там 4-я группа, по-моему, вот Россия относится, из них нельзя перевозить. Есть approved countries, как это? Утвержденные, да, страны, и это вот Европа. Соответственно, я выбирала из европейских стран. Я выбирала между Италией и... Нет, не Италией, Испанией. Мы были в Испании, в Малаге. Вот, мне там очень понравилось, и я вот выбирала либо Испанию, либо Кипр. Кипр, потому что я туда несколько раз ездила, мне очень нравилось. Вот, то есть относительно была как бы такая среда мне знакомая, поэтому я просто, да, и вот, поэтому я решила, что сначала я перееду там на годик на Кипр. На годик. У меня было 2 задания: выучить английский язык, сдать IELTS на 7, и, соответственно, чтобы собаки, то есть по правилам группы 3 страны. Вот куда Кипр как раз входит, да? Да, Кипр куда входит. Нужно, чтобы собака пробыла там 6 месяцев, вот, до того, как она вылетит в Австралию. То есть, в общем, из России, например, перевести собаку нельзя, но можно сделать это транзитом через какую-то другую страну. Да, через любую approved country, соблюдая вот эти требования. На самом деле, то есть как они проверяют, вот, что собака 180 дней до отправки в Австралию была в согласованной, в утвержденной стране. По моменту въезда. По документам, по документам, и по анализам. Вот. В общем, соответственно, я переехала на Кипр, вот, и самое первое, что нужно сделать, это вот, получается, открыть вот этот степ-бай-степ гайд вот на сайте agriculture.gov.au. И сколько там шагов? Вот ты мне 20. сейчас показывал. 20 шагов. Да, 20 шагов, но здесь, в принципе, ничего сложного, просто главное, нужно как бы четко следовать временным интервалам. Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь временные интервалы? Здесь как раз вот в этом гайде все расписано, то есть там шаг 1, что нужно сделать, найти ветеринара. Шаг 0, приехать в approved countries с собакой. Шаг 1, это найти ветеринара. В Европе нету там государственных, негосударственных ветеринаров, там они все частные, вот, поэтому любого ветеринара нужно найти, встать у него на учет. И тебе делают паспорт, да? То есть собаки. Да, сделать паспорт, чтобы был паспорт, чтобы был чип, чтобы были прививки от бешенства, вот, и дальше вот с этим набором
шагов уже дальше нужно сделать вот самый важный тест, собственно говоря, который решит судьбу собаки, поедет она в Австралию или нет. Что это за тест? Это тест называется титры антител бешенства, РНАТ он называется. И его нужно сделать какой-то определенный промежуток времени Да. до выезда в Австралию, Да, да? он должен быть отрицательный, естественно, то есть здесь определенные значения, здесь все расписано, как бы, да. Вот, и самое главное, что после того, как получен результат, вот, отрицательный этого теста, он начинает действовать только через 180 дней, то есть вот эти вот 6 месяцев, как бы считается вот, как это, грейс-период, карантинный период, в который собака не может вылетать в Австралию. Вот. Ну, то есть вот эта страна, если она как промежуточная, да, вот эта Да. approved, она еще и как карантинная такая, Да. является. И вот год назад еще правила действовали, что вот этот РНАТ-тест, он действовал 24 месяца. Но вот сейчас, с 1 марта 2023 года, они сделали 12 месяцев. То есть, соответственно, это первый таймлайн, в который нужно уложиться. Да. То есть получается, что вот этот РНАТ-тест, он действует с 7 месяца, да, от момента сдачи его, и до 12-го. Нет, плюс 12. Плюс 12 месяцев. Да, то есть 1,5 года вот этот таймлайн. Но там получается. помимо этого есть еще же другие тесты, да? Совершенно верно, да. Вот получается следующий шаг, значит, еще главное, вот нужно, чтобы микрочип работал. А куда он вставляется? Вообще вот под в ухо или холку. куда-то? Не, под холку просто, где. И он шея, работает, то есть спина. можно отследить собаку? У меня просто такие вопросы, я Конечно. не сталкивалась. Конечно, поэтому- он там как баркод в магазине. Так, понятно. Вот, Что если она сканируешь. потеряется, ее Да. сканируют и найдут. Да, кто и хозяин. очень важно, чтобы вот микрочип работал, потому что вот мою собаку, когда отправляли в день вылета, приехала вот эта служба, которая забирает собаку, да, и она сверяет, то есть чтобы сравнить эта собака и документы, да. То То может есть, быть ты ну, подложник, конечно. по подложным Конечно, документам, да? то есть во всех тестах везде, то есть микрочип это вот этот вот номер, там что-то 20, по-моему, цифр, вот, и вообще нужно проверять всегда все документы, чтобы... Потому так что, совпадал. Вот да, этот потому номер. что, например, мне один нолик там забыли. Что у тебя не сработал чип перед Нет, вылетом? когда вот я сдавала анализы для собаки, то есть там, когда заполняли форму, пропустили нолик в номере этого микрочипа. Вот. Ну, ты заметила. Ну, конечно, да? я все проверяла по 10 раз, да, я заметила. В общем, нужно следовать вот этому гайду, да, Да. пройти все шаги Да. именно подготовки, да? И были Да. какие-то вообще проблемы на пути? Вот, Проблемы Как были это? постоянно, то есть я столкнулась вообще со всем, потому что я сделала вот этот РНАТ-тест, начала ждать 6 месяцев, вот, закрыли границы на 2 года. ковид. Да, Да. ковид. Соответственно, тогда он действовал вот как раз 2 года, и он истек. То есть тебе нужно было делать его снова, да? Да, мне нужно было делать его снова. И у меня был вопрос, нужно ли снова ждать 6 месяцев от второго теста. И я писала тогда вот Вот в этот департамент? да, в департамент. Они, кстати, очень френдли, они все отвечают. Вот, и они мне написали, что если я делаю прививку от бешенства в соответствии с регламентом, то есть каждый год нужно делать собаке прививку от бешенства вот, в странах, в которых есть бешенство. Потому что Австралия это Австралии rabies-free. нет бешенства? Да, это страна без бешенства. Вот, то есть здесь не обязательно эта прививка. Вот, здесь обязательно другая прививка, как это C5 она называется, ну, от разных там флю инфекций. Тебе ответили, что Да, тебе, если ты делаешь вот прививку от бешенства, Да, то тогда если всё я нормально. по регламенту не просрочила ее, то есть сделала до того, как она истекает, да, раз в год, соответственно, не нужно ждать снова 180 дней. Ну, то это есть, хорошо очень. да. Хотя бы здесь, потому что иначе Да. это может сильно скорректировать твои планы по прибытию в Австралию. да, вот о ценах, например. Вот этот вот РНАТ-тест, он мне стоил 100 евро на Кипре евро, 100 евро первый раз, и второй раз через 2 года, когда я его делала, повторный, он уже стоил 150 евро. Вот, то И есть это, я так понимаю, только небольшая вот часть вот этих всех да, расходов. 1%. Да. Ну, про расходы мы тоже будем говорить по ходу.
и, наверное, в конце про какую-то итоговую сумму. Да. Вот, какие-то были еще сложности? Еще сложности были... Так, сейчас я посмотрю, что тут дальше по вот этому степ-бай-степ гайду. Следующий важный этап – это получить импорт-пермит. То есть собака приравнивается как к товару импортируемому, да, и, соответственно, нужно получить разрешение. Да, и этот импорт-пермит тоже имеет ограничения по сроку действия, он действует 1 год. Поэтому у меня вообще была задача такая, то есть я не знала, когда откроются границы, но мне нужно было подавать на этот импорт-пермит, а импорт-пермит стоил, по-моему, он стоил 500 долларов. Долларов это где-то 350 евро. И то есть ты его делаешь, и при этом ты не знаешь, будет ли он действовать на момент, когда ты сможешь уже въезжать. И поэтому, да, я как бы балансировала, да, вот между вот этими датами. И когда объявили, что границы открываются в декабре 2021 года, да, в конце. Вот, я сразу сделала импорт-пермит. И он, то есть у тебя был год? В течение года, да, он меня, то есть плюс там еще ожидание, то есть его не сразу выдают, то есть там нужно сделать аккаунт на специальном сайте Beacon.com.au. Бекон. Да, Beacon.com.au, то есть надо сделать там аккаунт, загрузить все документы и заполнить форму. Там, кстати, я не с первого раза разобралась, честно говоря, как это делать. Вот, значит, и там в течение месяца, по-моему, да, месяц, но поскольку был ковид и все сразу подали, то есть там это, наверное, и не месяц даже заняло. Да, полтора месяца, то есть заняло. Поэтому где-то я получила вот импорт-пермит где-то в феврале, в начале февраля 2022 года. Вот, и все, то есть получается у меня с февраля 22 по февраль 23 года импорт-пермит действовал. То есть получается в течение вот этого 12 месяцев я могла ввести собаку. Вот, значит, РНАТ-тест я обновила, он у меня тоже действовал, вот этот антититры бешенства. Вот, и все, дальше уже можно идти вот по этому гайду. Здесь уже такие специфические болезни, вот на них надо было сдать вот за 42 дня до даты вылета. Ну, то есть ты должна на этот момент уже знать, когда ты вылетаешь, да? Да, вот, то есть у меня, я себе нарисовала как бы таймлайн такой на бумажке, везде вот отметила дата вылета X, ну, то есть пока без даты просто X, отсчитала 40, точнее, или нет, как я планировала, наверное, дату. Планируемая дата, да, от нее отсчитывала. Вот. Да, я, то есть, планировала, получается, 42 дня, это у нас сколько? 1,5 месяца. Соответственно, да, вот этот вот за 1,5 месяца, то есть нужно было сдать 3 анализа, купить, связаться с транспортным агентом. Здесь, да, который? Нет, или там? Европейский. Схема какая? То есть, в принципе, можно сделать... Я практически все делала сама, ну, контролировала, да, за исключением одного момента. То есть, вот сам перелет, физлицо не может заказать вот эту перевозку собаки. А кто может? Специальный вот Transportation Agent. Вот. И это есть специальная организация, как международная, которая этим занимается. Которая этим занимается, да. Я им вот позвонила и написала, и они мне дали список агентов зарегистрированных, которые на Кипре, вот, в том числе работают. Я вот с ней созвонилась, Сара, вот она мне очень помогла, англичанка, вот, и она мне сэкономила кучу денег, я могу сказать, потому что я планировала, что, ну вот я читала разные другие опыты людей, и перелет был от 5000 евро, ну там условных единиц, и до бесконечности. Перелет собаки только в одну сторону, в Австралию. Да, причем, например, вот люди, которые из Канады перевозят, они вообще чартеры организуют, то есть можно, например, там где-то за 10 тысяч канадских долларов прям вот собачий чартер, который перевозит прямо из Канады вот в Австралию собак, только собак.
такая цена просто у меня сейчас, ну, ты уже это говорила, да, но у меня все в голове не укладывается. Получается, что это дороже, чем твой билет. Даже туда-обратно, если слетать, да, ну, вот насколько я в ценах ориентируюсь. Ну, да, мой билет стоил, я летела не бизнес-классом, я летела эконом, но у меня был еще, в общем, у меня билет стоил 1500, да. и багаж у меня стоил еще 1000. Боже. То есть у меня, в принципе, цена была бизнеса. Но собака А летела еще дороже, получается. Да? Нет, собака как раз летела, то есть в итоге за 1200 евро. Вот. Это как раз то, что ты говоришь, что она тебе Она кучу мне денег сэкономила, потому что я планировала, что только один перелет будет где-то 5000 стоить. Но есть какие-то ходы. Она мне вот, получается, нашла, да. Причем вот с билетами была вообще какая-то дикая история. То есть она никак не могла мне забронировать билет для собаки. Вот это еще один момент. То есть после того, как сданы все анализы, нужно забукировать карантин, в который прилетает собака. Потому что собака не прилетает просто так, да? Да. Сколько карантин длится? Минимум 10 дней. Ну, вот, в зависимости, ну, то есть если за 10 дней, они просто наблюдают, то есть они ничего не делают, а может и делают, я не знаю, может быть тест какие-то делают, но я об этом не знаю. То есть у меня в чеке... Они наблюдают, как она себя чувствует, да? Да, если все нормально, они ее выпускают. Вот. И получается, чтобы купить билет, нужно забукировать карантин, потому что нужно подгадать так, чтобы место в карантине было тогда, когда прилетит собака. И это плюс еще надо подгадать вкупе со всеми анализами. За 45 я понимаю, дней. О каких вот таймфреймах шла речь. Да, то есть у меня четко была вот бумажка вот с этим вот, я вот все время там крестиком передвигала, да, вот это вот. У тебя прямо как на стройплощадке, знаешь, у них там есть график вот это проведение работы. Да, вот, так и было, потому что у меня была виза, мне надо было только купить билет. Вот хорошо, вот я купила билет, и у меня была бесплатная перенос даты, потому что мне пришлось переносить дату вылета своего. Из-за собаки? Да, из-за собаки. Это было связано с карантином или с анализами? Это было связано с финальными анализами, которые делаются уже вот прямо перед вылетом. Там 2 анализа, лишманиоз и канис. Что бы это ни значило. Название. Вот, да, и лишманиоз было отрицательное, а вот иканис – это антитела после укуса клеща. Клещ содержит какой-то вот этот вот микроорганизм, вот, и то есть собака моя, получается, переболела вот этим вот, и с ним нельзя ввозить собаку. А что делать? И вот моя агент, Transportation Agent, она сказала, что у нее был такой случай, и собака не полетела в итоге в Новую Зеландию. Собака летела. То есть пройти весь этот процесс, да. И на финальном просто анализе. Да, вот этот иканис был обнаружен, и да, собака. И они такие, ну ладно, не летим, да? Ну, я не спрашивала дальше о судьбе собаки, но она сказала, что вот у нее был такой случай, и собака не полетела в Новую Зеландию. Вот, но я не отчаивалась, и вот я могу порекомендовать, в Фейсбуке есть очень классная группа, называется Pets Flying to Australia, и вот там вообще мне очень помогла одна женщина, я описала вот эту историю, что положительный тест, и она мне написала, что как раз в декабре 2021 года они обновили правила, и что теперь можно влететь с этим иканисом, потому что очень много собак, кто был после укуса клеща, да, вот, то есть как бы они не болеют, просто у них есть антитела к этой болезни. Вот. И, соответственно, нужно писать вот в этот бекон. То есть нужно их предупредить. Да, это где вот я импорт-пермит получала. Вот. Нужно писать в бекон и получать exception, то есть исключение из правил. Вот. Они мне ответили, да, что это стоит там что-то $480 дополнительных, и мы рады будем вам дать это исключение. Только заплатите, да? Но это опять время. Это время. То есть это ответ от них столько занял или почему? Ответ от них плюс неделя. Ну, я как бы в 2 направлениях действовала. Я, во-первых, получала вот информацию по исключению
И второй момент, то есть мне ветеринар сказал, давайте попробуем дать антибиотики и сдать еще раз. Вот. То есть ты сдавала? Да, я дала вот собаке там антибиотики, продавала неделю, и мы сдали еще раз, и мне пришел отрицательный анализ. То есть тебе, по сути, даже это исключение уже не нужно было? Да, в итоге я не платила вот эти лишние деньги. Но кто знал, как бы он опять мог быть положительный, тогда бы... И вот из-за этого, получается, на месяц у меня вот удлинилось вот это вот период. Причем мы вылетали, собака вылетала вот за 2 дня до окончания предыдущего анализа. То есть если бы на 2 дня позже она нашла билеты, агент, тогда бы пришлось еще откладывать еще на месяц, потому что уже истек вот предыдущий анализ. Какой-то кошмар вообще. Это было, да, адский ад, потому что билеты мы 3 раза перебронировали, и карантин я перебронировала. И твои билеты, получается, и мои тоже билеты зависели 1 раз я вот, да, перебронировала. А вот как собака, ты говоришь, вот у нее есть билет, как она путешествовала из Кипра в Австралию? Вот меня всегда интересует вот этот момент в багаже или как? Вот какие условия? Мне всегда так их жалко. Да, есть специальные approved crate, утвержденные клетки. Вот. В любом зоомагазине об этом знают. Переноска, типа, да? Ну, да, для перевозки в багажном отделении. То есть есть специальная ИТА, по-моему, или как-то так она называется, компания, которая регулирует вот эти все габариты, чтобы там поддон был и так далее. Вот. И да, просто вот покупаешь. И плюс вот этот агент, Transportation Agent, да, который занимается транспортировкой собаки, она дает все адвайсы. То есть в ее стоимость то есть вообще на самом деле это просто я такая, как бы люблю все контролировать. На самом деле можно было просто ее нанять, и она бы занималась всем. Да, она бы ходила и к ветеринару, делала эти анализы, она бы заполняла все формы, и импорт-пермит она бы могла делать. Просто я как бы люблю все держать. Чтобы точно, да, чтобы наверняка. Да, именно под своим контролем, поэтому я максимально все сама делала. Просто вот единственный момент, с которым вот, получается, я не могла сама контролировать, это забронировать перелет для собаки международный. И забронировать карантин, да? Или Нет, карантин ты могла? Я могла сама. Карантин я сама бронировала. Вот. И вот с этим у нас получалась нестыковка, потому что я бронирую карантин, а она не может забронировать к этому месту, к этой дате билет. Билет, получается. Да, и мы вот, получается, 3 раза вот туда-сюда перебронировали. Слушай, это. Сколько всего нужно, во-первых, знать, держать в уме, подготовиться, еще и кулачки потом держать, чтобы все это как бы сложилось так, как все равно нужно. Это этим всем занимаются люди, которые любят животных, поэтому все супер-френдли, все саппортив, все прям... Как вообще собака летела, как она себя чувствовала? Не знаю, он мне не рассказывал, но он схуднул, да, я думаю, это большой стресс, плюс он же, получается, он летел Кипр, Дахаб и Дахаб, Мельбурн, то есть карантин находится в Мельбурне. Вот. А я была в Брисбене, соответственно. То есть он еще потом летел один раз? Да, он был в карантине в Мельбурне 10 дней, и потом, значит, они не присылают никаких там фотографий или... В процессе, там, да? Да, никаких писем, кроме 2 писем. Первая собака прилетела в карантин, поступила в карантин, то есть когда ее с самолета, да, доставили в карантин. И второе письмо через 10 дней пришло, собака релист, вышла из карантина. Можете забирать, да? Да. То есть, поскольку я не в Мельбурне была, поэтому, то есть, я наняла еще, я попросила вот эту Сару, которая Transportation Agent на Кипре, попросила ее дать мне, посоветовать какого-то агента тоже транспортного, который может вот по Австралии перевести Тут собаку. Тут тоже какой-то агент, это не просто так. Да, это тоже специальная служба, вот, и это стоило 390 австралийских долларов, то есть где-то 280 евро. Вот. И да, они забрали вот, собаку с карантина и привезли ее в Брисбен. Ну ничего себе, она тебя хотя бы узнала? Конечно. Он, да? Да, он, да, конечно. Он, наверное, был безумно счастлив после всех этих перипетий вообще. Да. Перипетий.
если есть цель, да, и если есть любимый питомец, которого хочется перевести, по крайней мере, есть вот способ, да, такой. Ну, честно говоря, да, то есть вот я там на Ютьюбе смотрела истории разных людей, которые переезжали в Австралию и оставляли своих животных, и всегда, ну, из-за того, что такой сложный процесс, вот, и для меня это было просто как недопустимо. Но я не сдамся, да? Да, в итоге, да, все получилось. Вот. Но, честно говоря, это мне столько нервов. Ну, я могу себе представить даже, как ты это все рассказываешь. И это уже сейчас столько время прошло, да, наверняка уже что-то там подзабылось как-то, или, ну, вот эти какие-то эмоции. Да, тогда было очень много эмоций, плюс вот эти последние анализы, которые вот были сначала положительные, потом отрицательные. Вот этот последний анализ его потеряли, то есть это еще неделя была. Я очень нервничала, потому что вот, как я уже сказала, истекал срок другого анализа, там еще через неделю. То есть если бы мы не вылетели, то есть там уже вот шло просто на дни. На дни, да? Ну, если ты говорила плюс-минус 2 дня, и уже все, и уже надо тогда заново делать, да? А плюс вы еще в рамках вот этих больших анализов, которые сколько, год вот, да, действуют, плюс еще ковид добавился. Да, то есть там получается как бы вот этот таймфрейм, он вот складывается сначала из маленьких временных рамок и закрывается, да, большими. Вот. И получается, что все время нужно все держать как это в голове, вот, и плюс, поскольку, то есть разные authorities, службы, да, то есть получается авиаслужба, карантинная служба, agriculture, вот это пермит, импорт, это таможенная служба. То есть все надо согласовать. Да, то есть они это все разные службы, и получается все нужно состыковать вот, в соответствии вот с этим вот таймфреймом. Слушай, ну круто, что все получилось в итоге. Хотела еще спросить про итоговую стоимость. Вот сколько у тебя примерно вышло вообще вот на весь процесс, если так, можешь сказать сходу? Ну да, то есть у меня вот бюджет был 8 тысяч евро, я планировала, да, это где-то 12 тысяч австралийских долларов. 13. Вот. Но я уложилась в половину. То есть у меня где-то 4 или 4,5 тысячи евро. То есть 8 или сколько там, 7 тысяч австралийских долларов у меня это все вышло. Слушай, ну вот это все из-за того, что тебе помогла сократить расходы вот этот вот агент, да, на именно перелет. Правильно я понимаю? Или там еще за счет чего-то удалось сократить расходы? Ну, значит, карантин стоил... Кстати, они меня зачарджили дополнительно, то есть вот я как раз смотрела сейчас, сколько что стоило. Значит, карантин стоил 1600 австралийских долларов, и они мне еще 300 добавили за то, что он прилетел в нерабочее время. То есть он прилетел после, у них... Да вот, ладно? Да, у них утром и до 3 или до 4 они как бы забирают. А он прилетел что-то там в 4:30 или в 5 Это вечера. даже еще, в принципе, нормальное рабочее время, да? У них, да, и то есть они меня дополнительно еще зачаржили вот за это. Вот у меня, в принципе, здесь собрано, то есть получается 150, сейчас, секундочку, 150, 120, 100, короче, около 500 евро у меня было анализы, ушло на анализы, это где-то 750 австралийских долларов, да, плюс, значит, карантин стоил, вот, 1900, да, вот с дополнительной чаржей австралийских долларов, то есть 750, 1900, плюс разрешение, вот этот импорт-пермит, 480 австралийских долларов, 2500, 1900, это сколько, 2400, плюс еще билеты. Плюс 500 евро, это сколько, 2200, и да, и перелет получается 1200 евро Кипр, Австралия, и 1200 евро это 2000 австралийских долларов, и 390 австралийских долларов Мельбурн, Брисбен. То есть все вместе это вот, как я сказала, где-то 7,5-8 тысяч австралийских долларов. Чего не сделаешь для любимого
питомца. Да. Да, слушай, такой процесс, конечно, супер, что у тебя все получилось, и ты не сдавалась, да, и все-таки боролась и шла до Но последнего. это было и именно как перевезла. борьба, да. Даже кто-то у меня спрашивал, вот как перевести собаку, там, хаски, например. Я такая, А. это невозможно. То есть, Ремарка. да. Есть список собак, которые нельзя перевести ни из какой страны. То есть, Мгм. да, здесь вот на сайте прям указано, что вот собаки, которые и помеси, кстати, этих пород. Вот здесь дог, там Дог это, нельзя? да, дог? американских питбулей. Ну вот здесь вот 4-5 пород и гибриды, смеси, Мгм. смеси вот еще 4. То есть всего получается Ну, то есть не или так уж и сколько, много, да? 10. Короче, 10 пород и их гибриды, Мгм. и вот их вообще нельзя переводить. Ну, понятно. То есть, в общем, с чего начать, это следовать вот этому гайду, изучить его, да, исследовать как бы каждому шагу, да? Да, Ну, начать просто всё пойти вот спланировать. на вот этот agriculture.gov.io, да, можно просто в Гугле забить или там в Яндексе. Как перевести животное? Да, степ-бай-степ гайд перевозки Мгм. собаки в Австралию. Хорошо, что есть такой гайд, в принципе, потому что если бы это было собрано все на каких-то вот разных источниках, как ты сказала, да, там, например, в аэропорт Facebook. одно, по карантину в другом Да. месте, вот это все, ну, то есть это было бы вообще сложно. Так хоть структуризировали. Но я хочу сказать, что вот можно сравнить, например, на Кипре вот как раз все в разных местах находится, еще на Ну, то есть- греческом языке. То есть это, да, не Такое очень. тоже бывает, да? Не очень удобно, да, Мгм. для человека. А вот австралийские государственные сайты у меня вообще 10 из 10 оценкой. Как и вся Австралия, да? Да, потому что все понятно очень вообще. Мгм. Вот. И плюс еще есть тематические группы, вот как я уже сказала, на Фейсбуке вообще супер группа, любой вопрос, там Мгм. 100 ответов Помогающие будет. друг Да, другу люди, да. болеющие одним и тем Да. же, ну, как бы делом, да, получается. Марин, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Я надеюсь, что кому-то эта информация пригодится и будет полезна. Да, я очень надеюсь тоже, что животные прилетят в Австралию. Да, спасибо. Тебе спасибо.